Ну что, друзья, пропользовался Samsung месяц и продал. Сегодня отправлю по почте, уже мне за него оплатили, потому что имеется в виду Samsung Galaxy S25 Ultra. Потому что вопросов у меня к нему получилось больше, чем ответов. И, знаете, вот разочарования моему нет предела. Когда я делаю обзоры каких-то китайских смартфонов за $100, это одно дело. Но когда ты покупаешь смартфон за 1500 евро, и получаешь то, что получаешь, мы сейчас вот буквально вот несколько моих аргументов, они вот вам дадут понять, что же случилось. На старте продаж, когда я уже тогда заявлялся, то есть я выпускал ролик, почему Samsung вот он вышел не такой, как хотелось бы, я уже тогда говорил, что я им недоволен, даже на старте продаж. Но на текущий момент мы имеем с вами следующее. Смартфон за такие деньги должен был бы стать топовым камерафоном, с учетом того, что они сделали Dilog профиль в камере, но вышел рейтинг DxOMark. Да, давайте мы пойдем с вами в DxOMark. И будем вот так интерактивненько, вот, чтобы не было потом на меня наговорок, что я что-то придумал. Нет, мы будем с вами сейчас разбираться. Идем в ранги и смотрим, на каком же месте у нас DxOMark вошел по камере. При том, что у меня есть чем сравнивать. У меня есть Google Pixel 8 Pro, который, извините меня, держится на 13 месте. И я сейчас заказал себе еще Xiaomi 15 Ultra. Хочу его попробовать. Но получается так, что Google Pixel 8 Pro снимает и объективно. И субъективно я могу вам сказать, что снимает он лучше. Именно в качестве видео и качестве фото. Да, то, что там никакого прогресса в модулях не было в Galaxy S25 Ultra, это и так понятно. И мы это все с вами поняли. Смотрите. Но где же он? Где же он? О боже ты мой. А он аж в 28 место. Он даже в 20-ку лучших не вошел. И поверьте, когда они сделают апгрейд камеры, он не улучшится. И тому пример Galaxy S24 Ultra, потому что там точно такие же модули, ну, кроме ультраширика, которые они сделали. Это первое, ну, для меня очень важно, эта камера. Искусственный интеллект, ну извините, ну сколько я, 2 раза удалил какую-то фигню, так извините меня, в Google Pixel 8 Pro тоже это можно делать. Ничего, генеративный искусственный интеллект, он даже мой фейс, скажем так, не может сделать нормально толстым, твою мать. Я толстый, я не худой, а меня он рисует каким-то тощим засранцем. Ну, меня это не устраивает. Кстати, меня устроило бы, знаете что, если бы вы подписались, нажали колокольчик, было бы приятно, потому что мы будем критиковать все. Смотрите, дальше. Экран. Если говорить по дисплею, я не знаю, почему DxOMark дал ему какой-то охренительно классный, а вообще где он в рейтинге экранов? Где он в рейтинге экранов? Потому что у него есть на текущий момент 158, вот Galaxy S25 Plus я вижу. Его поставили на первый. А вот теперь смотрите, 160 баллов. Я в корне не согласен. Сейчас я вам его покажу. 155 был S24 Ultra и 160 у нас S25 Ultra. А теперь давайте, подождите секундочку. Как DxOMark мог дать ему первое место в дисплее, если здесь стоит 8-битный дисплей? Извините меня, вы сейчас видите фотографию, но бандинг в темных сценах просто нереален. Вы видите эту всю лестничку, при этом которая от черного до белого идет и через зеленый цвет, и через розовый. То есть там 8-битная матрица на 16 миллионов цветов, не на 1 миллиард. А, простите, OnePlus 13, у него 10-битная матрица. Вот там вот реальный, скажем так, экран. Да и у многих китайцев на секундочку стоит чистая 10-битная матрица с 1 миллиардом цветов. А здесь я когда включил, вот у меня есть старенький мой OnePlus, я смотрю на нем Netflix, ну просто глаз радуется. А здесь, вау, я включаю и охреневаю. А что это такое в темных-то сценах? Я вижу какую-то фигню. И тут для меня вот складывается впечатление, что
Откуда этот рейтинг? Что он там 2600, как они заявили, нит яркости, ну, никто в тестах его не достиг, во-первых. Во-вторых, я вам расскажу, что происходит при максимальной яркости. Да у вас батарейка начинает таять просто на глазах. И я не буду говорить, вот, да, на многих форумах жалуются о плохой автономности. Я не скажу, что у него плохая автономность. Автономность действительно, блин, охренительная. Правда, только на автояркости. И пока вы не начинаете делать какие-то классные тесты. Ну, не тесты, а, например, пользоваться каким-то приложением. Для меня, как человека, который снимает видео, очень важно, потому что когда ты начинаешь снимать видео, и тебе нужно постоянно мониторить картинку, а еще и на солнечный, и в какой-то яркий, ну, студия, она сама по себе яркая, да, и у вас автояркость уходит вверх, прикрутить ее нельзя, вы ни хрена там не увидите, то батарейка тает на глазах, и это еще не все, он начинает тротлить. Твою мать, он греется до 55 градусов, уходит в тротлинг, и что самое интересное, зависимость, которую заметил не только я, а и практически все пользователи на форумах, и Reddit мы перелопатили, что когда он тротлит, батарейка улетает быстрее. Почему, непонятно, он же ведь сбрасывает частоты, что происходит с ним? И как это можно оптимизировать программно? Урезать частоты, тогда о чем у нас речь? Потому что в режиме тротлинга, вот у меня опять получается момент, что когда я делал первично на него вот, свой критик-обзор, скажем так, мне для того, чтобы достичь каких-то показателей, о которых заявлялся Samsung, приходилось его засовывать в морозилку. То есть тротлинг определенно есть. И не рассказывайте мне, что его нет. В обыкновенных, как обыкновенная звонилка, да, у него невероятная батарея. Действительно, хватает, например, там с утра я встал, у меня 26% использования к середине дня, при этом из которых там из 7 часов работы 3,36 часов экран, и это 50% от общего времени работы. Классно, всего лишь 26% съел. Но как только ты начинаешь использовать не просто позвонить и не просто ТикТок посмотреть, все, у тебя батарея улетает в какое-то поднебесье. Хорошо, что же произошло у нас с батареей? Давайте посмотрим, на каком месте у нас батарея Galaxy S25 Ultra, если они его выложили. S23 Ultra был на 22-м, а 25 вообще есть в рейтинге? Хотя бы, хоть как-то. 23 плюс, 14 Pro Max, но я даже не вижу в рейтинге 25 Ultra. S24 Ultra на 63-м месте, а где 25 Ultra? И тест вообще делали? Потому что во всех рейтингах она есть, а я ее вообще не вижу. На каком, где Galaxy S25 Ultra батарея в рейтинге DxOMark? Они, наверное, боятся выкладывать. Ну, с учетом того, что S24 Ultra на 63-м месте, ну, вы извините, батарея не самая лучшая. Да, есть хороший момент того, что 45 Вт зарядка работает теперь не только на фирменных зарядниках и на любых зарядниках. Ну, Лиса, кинь мне, пожалуйста, коробочку с югусами. Да, вот я сейчас использую, очень сильно мне понравились ган-зарядки. Кидай. Вот, пожалуйста, смотрите, вот такие вот югусы, классные ганы. Я делал обзор на 140-ваттный, пожалуйста, в описании под видео есть ссылка. Кинешь, пожалуйста, на ребятам ссылку в описании под видео. И там показывают быстрая зарядка 2.0, и действительно 43-45 ватт проскакивает спокойно, но заряжается быстро. Тут я не скажу, у меня с S22 Ultra, когда я им пользовался, были больше проблемы. 25 ватт максимально, это было просто мрак. Но, ребят, ну что с Wi-Fi-то? Что с Wi-Fi? Заявлено Wi-Fi 7. Ладно, там в Украине заблокировано, мы это знаем, 6 ГГц. Но извините меня, вот я сейчас даже при вас сделаю вот такой вот тест. Извините меня, на смартфонах, для тех, у кого тариф больше гигабита, они меня поймут. Для тех, кто пытался получить какой-то адекватный ответ, давайте, 32 134, объясню, у меня поднят тестовый сервер. Сейчас я вам покажу. Вы его сейчас на экране видите. Это все в режиме реального времени. 0.02. При том, что сейчас у меня тут коннект на 2,5 гигабита. То есть мы имеем чего? Что это за показания скорости? А, это 2,4 ГГц. Прошу прощения, я сделаю сейчас на 5 ГГц. 6 ГГц в Украине не работает ни при каком раскладе. Что бы я ни делал, давайте я стартую. И мы с вами посмотрим на скорость в режиме реального времени. Что это? 600 мегабит. 600, 900, ну вот пошло там 1200, 1300, 1400, 1500 на Wi-Fi 7. Это все. Это все. При том, что любой китайский засранец, а ну дай мне, пожалуйста, Лиса свой Xiaomi. Xiaomi 11T Pro. Ребята, смартфон не пойми какого года, даже без Wi-Fi 7. Даже без Wi-Fi 7. Сейчас я вам покажу. 192. Там какой у нас? 32, 134. Сейчас. А, у нас здесь вот поднят. Давайте.
Вот, я стартую, это Xiaomi засранец не пойми какого года, ребята. 1,7, 1,8, это что в пике? Это что? Ну вот даже вот в среднем он упал сейчас до 1,5. Ну это старючий смартфон 1,5 на, допустим, том же самом Google Pixel. Здесь 1,4 на 1,2. 1,4 на 1,2. Это как вообще понять? То есть при том, что смартфон стоит 1,5 евро. Что? Да, не, уберу. Да, победил. Вот у меня Лиса удивилась. Ну так что, у тебя еще и смартфон, нифига себе. Любой китаец разрывает по Wi-Fi, Galaxy S25 Ultra просто в хлам. Вот, пожалуйста, у нас Google Pixel 8 Pro. Google Pixel 8 Pro 1,6, 1,7, 1,4. И это с 5 ГГц. А OnePlus, чтобы вы понимали, спокойно тягают 1,9, 2,1. Что это за Wi-Fi? Что это за Wi-Fi? Да, вы скажете, зачем тебе больше? Ну так это у меня еще и роутер конченый, я вам скажу, он просто выдавливает все, что можно. Все, что можно. Тоже меня не устроило. То есть реализации Wi-Fi 7 в полной мере я вообще не увидел. Ни на 6 гигагерцовых роутерах, потому что 6 ГГц просто не работает. В мультилинке даже 2 по 5 он не поддерживает мультилинк. Что это за фигня? Короче, черт знает что. Потом, что у нас еще? Блин, ну стилус. Урезали стилус, да, убрали Bluetooth. Скажите, кому он надо? Ну люди пользовались. Людям нравилось. Здесь урезали стилус, и новый, даже старый стилус Bluetooth к нему не подходит. Шим. В темноте им пользоваться еще то удовольствие. Шим достаточно велик. И по факту алгоритмы яркости от 24 ультра изменились только в худшую сторону. Да, там титан использовали. У DS24 был авиалий, да, там алюминий авиационный, как называемый. Но царапаются они точно так же. И многочисленные тесты показывают это. Никакой прочности этому не добавило. У нас получился смартфон вот просто ради того, чтобы выпустить смартфон. Его можно было смело назвать S24 Ultra и не морочить никому мозги каким-то Snapdragon 8 Elite, который все равно тротлит и падает производительность до 8 Gen 3, если в некоторых вариантах даже не больше. Камера, которая не получила тотального улучшения, какие бы алгоритмы они ни применяли, она все равно не стала топовой. Тот же самый режим камеры, вот этот вот с диалогом, да, который вы должны красить сами. Да, классно, что можно взять, покрасить в смартфоне, да, выгрузите вы нормально LUT-пак, да, LUT для него сделайте, который можно было бы редактировать. Зачем вот эти вот танцы с гуглами? Я раскрасил, выгрузил, потом его подредактировал, делаю какие-то универсальные для каких-то своих сцен. Боже, Samsung, брать 1500 евро, вот именно поэтому я сейчас его продал, ребят, продал, сегодня он уезжает. Я не скажу, что это плохой смартфон, но не стоит 1500 евро на старте продаж. А вы знаете, что на вторичке, если посмотреть цены, то европейские версии, да, вот я в Украине живу, то сейчас можно взять новые практически дешевле в процентов 20-25. Это просто жесть. Именно 25 ультра. Так что поэтому, знаете, вот эти 8-битные экраны с какой-то заявленной яркостью, шимы, потом с бандингом, да, экран, потом камера, которая не пойми на каком месте, батарея, черт знает как себя ведет, только в нормальном режиме работает. Да, у него есть, несомненно, плюсы, но я для себя, вот я вам рассказываю историю своего опыта, я для себя решил, что этот смартфон, к сожалению, не для меня, он мне не понравился, слишком много проблем, One UI 7 проблемный, то есть вы не выпустили, его еще не докатали на 25-ку, уже куда-то собираются выпускать на 24-ку, на 23-й, извините меня, но слишком много проблем One UI 7, их исправят, я верю, их исправят, но по мне, так знаете, выглядит как очень неудачный апгрейд 24-ки и даже 23-ки. В чем разница? Никто не понял. И в данном варианте, если бы я уже там смотрел бы, то iPhone 15 Pro Max. Да, сейчас многие скажут, ты ненавидишь iPhone, я его и не люблю. Вот я сейчас хочу помучить Xiaomi 15 Ultra. Я пока остаюсь на своем Google Pixel 8 Pro, потому что в это мое разочарование 25 года. Уж извините, фанаты Samsung, но я говорю свое мнение. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.